Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён, который цепями себя сдерживает, чтобы не усадить Чангука на бедра прямо здесь и сейчас, и Намджун, который все это видит и пытается что-то с этим сделать. Девятое место. Это что за давление такое и как дышать? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Срочно! Шокирующие причины, по которым хейтеры требуют бойкота BTS». Разбираем скандал. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Всегда и по умолчанию согласен на все, что скажет Тэхён. Седьмое место. Большая и маленькая ложка. Шестое место. Поведение пары. Такая милая привычка Тэхёна покладывать руку по щеку, наблюдая за Чангуком. Брат Чангука выложил эту фотографию, и теперь, учитывая клубничный торт, все немного заподозрили присутствие сами знаете кого. Пятое место. В беспорядочном хаосе найти возможность его обнять. Четвертое место. Забота. У Тэхёна болело горло, и он не мог петь на концерте. Из-за этого эмоции взяли верх, и он расплакался. Тогда между парнями произошел диалог. Чангук сказал, что случилось. «Хэй, так вот, что ты чувствуешь, когда я плачу?» Все мы знаем, что Чангук не боится демонстрировать свои слезы армии, и часто на концертах мог растрогаться. Для него было чем-то новым увидеть Тэхёна в таком состоянии на сцене. Чангук смог ощутить всю палитру эмоций, которую обычно чувствует Тэхён, когда тот плачет.
Третье место. Новости. Фотограф Тая Кака-младший поделился закулисным видео с Чангуком со съемок Rolling Stone. Для меня была невероятная честь сфотографировать Чангука, одной из самых влиятельных культурных групп нашего времени, для обложки Rolling Stone в Великобритании, Корее и Японии. Замечательное начало года. Немного горяченького. Джозеф Кочериан, бывший директор по моде и красоте в Attitude Magazine и Rolling Stone UK, посвятил пост Ким Тэ-хёну, поздравив его с днем рождения и рассказав, что во время его визита в Сеул билборды с Тэ-хёном сопровождали его повсюду, от приветствия по прибытии до прощания при отъезде, закрепив его статус как лица Южной Кореи. В честь этого дня вот подборка фотографий и видео с множеством случаев, когда я видел изысканное лицо Тэ-хёна на билбордах и рекламных щитах, гуляя по Сеулу. Он был первым лицом, которое я видел, и прощальным, когда прилетал в аэропорт Сеула. По сути, он был моим плакатным героем и лицом Южной Кореи. С днем рождения, Тэ-хён! Помните, как все переживали, что он перекрыл это сокровище пирсингом? Статья, которую репостнули Big Hit в Twitter. BTS стремятся установить новый рекорд в K-pop с выходом своего первого полноформатного альбома за 6 лет. Группа наконец подтвердила дату своего возвращения – 20 марта, после долгого перерыва, связанного с военной службой и подготовкой к выпуску альбома. Поскольку деятельность группы стала эталоном в цифровой музыке, альбомах, выступлениях, платформах и потреблении контента, ожидается, что их возвращение окажет огромное влияние на всю кей-поп-индустрию. График возвращения был впервые обнародован в рукописном письме, которое группа недавно отправили своим фанатам. Возвращение после долгого перерыва с полноформатным альбомом, включающим 14 песен вместо сингла или мини-альбома, это поистине в духе группы. Верные сложившейся традиции выражать свои мысли через музыку с момента дебюта, группа усердно работала над созданием современного образа группы. Сообщается, что они сосредоточились на создании альбома во второй половине 2025 года, внося свои индивидуальные идеи в музыку и совместно формируя направление альбома. Внимание всего мира уже приковано к вопросу о том, смогут ли они сохранить свой статус после перерыва, связанного с военной службой. Даже во время перерыва в деятельности группы участники расширяли свои музыкальные горизонты, выпуская сольные альбомы и гастролируя, и эти достижения отразились на мировых чартах и рейтингах выступлений. Одновременно с этим старые песни группы продолжали подниматься в чартах, демонстрируя жажду рынка к группе в цифровом формате. Внимание, прикованное к участникам перед их возвращением, естественно, приводит к их стремлению к новым рекордам. Инсайдеры индустрии сходятся во мнении, что они снова поднимут планку по продажам альбомов, масштабу мирового турне и мировым чартам. Прежде всего, тот факт, что это будет их первое возвращение в полном составе после службы в армии, также привлекает внимание к потенциальному волновому эффекту, который это окажет на всю кей-поп-индустрию. Мировое турне также является ключевым элементом возвращения. Предыдущие мировые турне BTS
привлекали миллионы поклонников, устанавливая рекорды по масштабу кей-поп-туров в истории. Учитывая, что сольные туры участников собирали огромную аудиторию в Северной Америке, Европе и Азии, даже во время их военной службы, ожидается, что групповое турне превзойдет предыдущие рекорды по количеству зрителей и масштабу. Настолько хорош, что людям тяжело принять его реальность. Кэлвин Кляйн выпустил ограниченным тиражом кепку, которую носил Чонгук, и разработал логотип CK Tokyo. Популярная эксклюзивная капсульная коллекция Tokyo Baseball Cap из магазинов Harajuku, которая была мгновенно распродана в августе, снова в наличии. В период приема заявок она будет продаваться исключительно членам My Calvins посредством лотереи. Это вторая коллекция, доступная в ограниченном количестве. Не упустите эту уникальную возможность. Когда привык к своему личному стилисту и массажисту. Ему однозначно идут очки. Интересно, каково это – понимать, что рядом с тобой само совершенство, и вопрос относится к обоим в равной степени. И ему, несомненно, тоже идут. Есть ли кто-то более милый, чем он? Такие хаотичные Тэйкук.
СМИ пишет: сегодня день рождения Тэхёна, и весь мир делает пожертвования. Может ли быть, что люди празднуют дни рождения так похоже? Весь мир движим одним и тем же чувством. В честь дня рождения Тэхёна фанаты по всему миру пересекают границы стран, чтобы продолжить эстафету пожертвований и распространять добро. Фан-базы из каждой страны участвуют в различных акциях помощи малоимущим, детям и защите окружающей среды от имени Тэхёна. Глобальная фан-база Тэхёна и корейская фан-база участвуют в кампании поддержки бездомных некоммерческой организации Big Issue Korea 3 года подряд и делают пожертвования. Британская фан-база Тэхёна также присоединилась к пожертвованию, поддерживая исследования, спасающие жизни. Испанский фан-клуб Тэхёна 2-й год подряд делает пожертвования в поддержку бездомных организаций. Навсегда ребенок группы. Бразильская фанатка Чангука, нарушившая запрет на приближение, снова появилась вчера. Женщина около 30 лет, гражданка Бразилии. Устроила беспорядок у дома, бросала почту и вешала фотографии, из-за чего поступил вызов в полицию. 13 декабря прошлого месяца ее уже задерживали по обвинению в незаконном проникновении в жилище. 28 декабря она снова пришла, и тогда против нее начали расследование по делу о преследовании. По просьбе стороны Чангука в отношении нее был вынесен запрет на приближение, но она продолжила оставаться в Корее и снова пришла. Она просто сидит там, ночует, сидит всю ночь. Это уже сводит с ума. Полиция оформила женщину по делу о преследовании и сейчас расследует ее передвижение. Ни у кого не остается шанса не влюбиться, смотря на него. Тонкости, которые соединяют. В одном эпизоде Run парни выбирали, какое фруктовое лицо у каждого. Тэхён сначала выбрал грушу, пэр, а затем уточнил грушевый сок. То есть он сравнил себя с этим фруктом и даже с его соком, как выражение свежести и сочности. А потом от Чангука на фото появляется просто груша. Совпадение или та молчаливая деталь, которую воспринимают только те, кто чувствует. Они не нуждаются в прямом объяснении, маленькие символы, тонкий выбор, жесты, которые разговаривают друг с другом, не говоря ни слова. Иногда фрукт говорит более 1000 предложений. Наш стабильный манифестинг. Все изменилось, когда он увидел по телевизору выступление поп-артиста. Харизма и энергия сцены захватили его. Впервые в жизни он подумал:
Я хочу быть частью этого мира. В 13 лет Чангук принял участие в шоу Superstar K, но выбыл на этапе предварительного отбора 3-го сезона. Тем не менее, его потенциал заметили сразу несколько агентств. Одним из них стало Big Hit. Впечатленный видео с рэпом Намджуном, Чангук решил подписать контракт, покинул родной дом и переехал в Сеул. Это решение полностью изменило его подростковые годы и само ощущение времени. Дни перестали измеряться сменой сезонов и стали отсчитываться часами тренировок. Так родился Золотой Макне, участник, одинаково сильный в вокале, танце и рэпе. В 15 лет он дебютировал в составе BTS, а спустя годы не только стал символом группы, но и начал раскрывать себя как режиссер и визуальный рассказчик через проект Golden Closet Film. В его видео интимные, теплые моменты повседневности, путешествия, тренировки, спокойные мгновения с мемберами. Его чувство ритма, света и мимолетных эмоций читается в каждом кадре. В последнее время внимание Чангука направлено внутрь себя. Я стал больше заботиться о здоровье. Я играю в бадминтон, боулинг, бегаю, говорит он. Во время тренировок он не слушает музыку. Я хочу сосредоточиться на себе. После службы в армии изменилось и его мышление. Я иначе стал относиться ко времени, начал избегать того, что вредно для тела. Раньше я мог выпить, сейчас нет. Я хочу ценить свое время и использовать его осмысленно. Его повседневная жизнь теперь строится вокруг простых, но устойчивых рутин. Продолжать что-то делать, даже самое маленькое, важнее, чем один раз выложиться на максимум, говорит он. Эти привычки приносят чувство уверенности и ясности. После Golden в жизни Чангука наступил период тишины. В декабре 2023 года он ушел служить в армию, временно приостановив карьеру. Без камер, релизов и концертов он заново открыл свой собственный ритм жизни. Сейчас Чангук снова работает с участниками над новым альбомом группы. Я с нетерпением жду промоушена с участниками и встречи с фанатами. Мне также очень интересно продолжать путь как сольному артисту. Я хочу больше учиться, особенно уличным танцам. Чангук не любит быть в рамках. Я не хочу плыть по течению, я хочу создавать его. Мне не нравится, когда меня загоняют в шаблоны. Артист без границ, вот кем я хочу быть. Вы только взгляните на то, как Чангук поменял положение своих рук, только чтобы чувствовать любимого. Его привлекает романтика не в сентиментальном смысле, а в том, как можно просто выразить эмоции. Мне очень нравятся романтические фильмы, такие как «Ла Ла Ленд», «Титаник» и «Дневник памяти», Чангук сказал. Судьбоносная встреча, которой суждено было изменить все. Примечательно, как Суми Джо, мировой авторитет в области оперы и одна из самых известных и уважаемых лирических сопрано в мире, подтверждает не только харизму Ким Тэ-хёна, но и его чистую вокальную технику. Суми Джо объясняет, что у Тэ-хёна от природы баритон,
более глубокий и насыщенный, но он также может брать теноровые ноты, более высокие. В музыкальном театре это называется баритоном. Баритон – это универсальный и мощный голос, необходимый для многих персонажей в музыкальном театре, которым требуется широкий, но не экстремальный вокальный диапазон с тембром баритона и возможностями тенора. Сохранение абсолютного слуха без инструментального эталона является признаком того, что он обладает абсолютным слухом или чрезвычайно хорошо развитой относительной интонацией. Абсолютный слух – это редкая способность, позволяющая людям мгновенно распознавать музыкальные ноты без эталонной высоты звука. Люди с этим даром могут называть ноты и аккорды, услышав их, петь любую конкретную ноту по команде, играть песни на слух и визуализировать композиции с помощью своей музыкальной памяти. Их искренняя привязанность, тактильность и потребность во внимании друг друга, понесенные через годы. Новая глава после службы BTS в полном составе и дальше «За горизонт». После Golden в его жизни наступила редкая тишина. Камеры больше не следовали за каждым шагом. Не было сцен, релизов, аплодисментов, только ровный ход дней. Во время службы заниматься музыкой было невозможно, даже если очень хотелось, вспоминает он. Но именно тогда желание вернуться к ней стало расти. Мне захотелось стать лучше и создавать то, что действительно можно передать людям. Это чувство было ему знакомо, но теперь оно звучало иначе. Впервые во взрослой жизни он оказался в тишине, без зрителей, без ожиданий, без необходимости быть увиденным. Вернувшись после службы, он начал заново настраивать собственный внутренний ритм. Сейчас он снова в студии с участниками группы. Идет работа над новым альбомом группы. Он говорит об этом спокойно, но с нетерпением, о новом альбоме, о промоактивностях, о встрече с фанатами. И тут же о будущем сольном пути. Ему хочется учиться дальше, глубже погружаться в танец, особенно в стрит-направлении, чувствовать тело и движение по-новому. Даже среди плотных графиков он не теряет концентрации. Репетиции, записи, поиски нового опыта – все это не хаос, а осознанное движение вперед. Он всегда тянулся к переменам, но теперь эти перемены не продиктованы внешним миром. Они рождаются изнутри. Он научился жить в собственном темпе, не подстраиваться, не растворяться в чужом ритме, а создавать свой. «Я хочу быть артистом, который не плывет по течению, а создает его», — говорит он. «Я не хочу рамок. Моя цель — стать артистом без границ». И в этих словах нет вызова. Есть только ясность. Второе место. Это так интимно. Слушайте, ну я бы тоже был зависим от этих бедер, будь у меня возможность их лапать. Этот момент такой милый. Первое место. Чангук и Тэхён накаляют обстановку. Хасок опять делает вид, что все хорошо, и никто тут никого не хочет разложить прямо на месте.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.